Это наша первая предварительная поездка в дагестанский заповедник, а точнее в Кизлярский залив, где в тростниковых зарослях расположилась самая крупная в России колония кудрявых пеликанов. Выйти в море сразу не получилось. Пришлось ждать восточного ветра. Он поднял уровень воды, и мы, наконец, смогли преодолеть мелководье на выходе из реки Кумы. Колония укрылась в труднодоступных местах вдоль восточных границ заповедника. Сейчас середина марта. Пеликаны уже закончили строить гнезда и начали высиживать яйца. Каждый год сотрудники дагестанского заповедника проводят учет численности этих краснокнижных птиц. Нам предстояло пробыть здесь несколько дней, чтобы детально продумать план будущих съемок, когда у пеликанов появится потомство. Сухих, возвышенных островков, на которых можно было бы устроиться, здесь нет. Кругом вода. За помощью и опытом мы обратились к местным рыбакам, с которыми познакомились накануне. Как раз в этот день был большой улов, и двое рыбаков собрались в поселок, чтобы сдать рыбу и купить продукты. Пару дней один балок будет свободен. Его нам и предложили взять на время съемок. Ага, вот так посуду отгони, вот сюда. Все, перебрасывай, нормально, перележись. Нет, перележись, перележись, просто за посуду. Ага, спасибо. Вот так. Ну давай, кидай. Если мало, могу еще добавить. Куда? Не надо, да груз нормально. Зачем нужно по такой погоде нам? Сейчас я завяжу. Все? Все, кидай, привязывайся. Зайдете? Ну что, я, наверное, тоже поеду, Все, ты готов. А тут Вадю поставь. Все, давай. Я привязался. Вечером тут будет? Да. Во время путины рыбаки живут в море. Для этого они сооружают на лодке небольшой домик – балок. В нем рыбаки отдыхают и готовят еду. Все заранее должно быть учтено и продумано. У нас своя техника, все свое.
Что-то Это не все, так. это все личное, да? Все личное, у всех это все личное. Сколько такая лодка стоит здесь? Ну, все зависит. Вот это в данном случае сейчас будет стоить рублей 150. Вот в таком вот виде, виде. да, который у меня есть. Где-то поновее, где-то разная техника бывает. А их делают сейчас еще, да? А где делают? Валом нахуй. И в Кизляре делают. Везде. В Кизляре очень много делают. Да? Везде делают. Разное есть. Есть бударки, есть вот полукаюки. А каюк это что такое? Каюки это раньше были такие поморские. Такая посуда. Знаете, вот как была у вас? Вот это, под 25-кой. Но. Вот типа что-то такого, я его не могу объяснить. Вот, ну, корыто, одним словом. Ставится на него ветерок, раньше не было иномарок. Ну, ветерок ставится на него и пошел. А сейчас они делают типа каюков бударочки. Вот видишь здесь, а то у каюка вот так немножко развал идет. И она не боится боковой волны. Вот ее вот так вот, ну, поморцы, придумали. Ну, понятно. Бударка, вот, если соображаешь, ты пришел уже, ты знаешь, какой мастер ее делает. У каждого своя профиль, ну, свой стиль работы, свой стиль. Они не делаются, допустим, по одной кальке. Вот, Ну, понятно. Каждый мастер делает как-то их по-своему. И до сих пор так все это. Делают. По-моему, в этом году только пластик перестали делать. Это 30 килограмм пластик, вот как у нас. Мы заказали, после нас еще один пластик сделали, и все. Не стал больше делать. Производство вредное. Начало сыпь по телу у него идти, всякая ерунда. Вот этот пластик, это ерунда. И он бросил это дело все. Балок мы переместили поближе к гнездовой колонии. Сейчас, в период насиживания яиц, вести себя нужно с большой осторожностью. Кудрявые пеликаны – птицы пугливые. При малейшей опасности они взлетают, а вороны-чайки начинают разорять их гнезда. На съемку мы выдвигались затемно и маскировались в ближайших тростниковых зарослях. Свое название «кудрявый пеликан» эта необычная птица получила благодаря длинным перьям на затылочной части головы. За эти кудри и крупные формы пеликана в народе называли еще баба-птица. Пеликаны – птицы общительные, со спокойным характером. Поэтому живут они всегда стаей, а гнездятся группами по несколько десятков пар. Место для гнезда выбирает самка. Она же его и строит. Но сам строительный материал – это уже забота самца. Они летают за ним по много раз на дню. Но бывает, что пеликаны попросту воруют его из соседних гнезд. Тогда начинаются драки. Стройка занимает не больше 4 дней. В итоге получается небрежно сложенная, но хорошо утоптанная груда тростника.
Нередко сразу несколько пар строят одно общее гнездо. Тогда получается целые платформы по несколько метров в длину. Обычно самка откладывает 2-3 яйца. Насиживают поочередно. Но больше времени на гнезде проводит все же самка. Трудно поверить, что эта неуклюжая и невероятно носатая птица прекрасно летает. Полет пеликана буквально завораживает. Во время полета пеликан, как и цапля, изгибает шею и кладет голову на плечи. Пища пеликанов – только рыба. За сезон семья кудрявых пеликанов съедает не больше 1 тонны рыбы. Сама рыбалка занимает немного времени. Большую часть дня пеликаны отдыхают. А еще пеликаны, как и бакланы, довольно быстро намокают. Оперение у них рыхлое, к телу прилегает неплотно. Поэтому птицам приходится часто отжимать свои мокрые перья клювом. Насиживание будет продолжаться примерно 40 дней. А наши 2 дня уже истекли. Мы составили план будущих съемок, продумали места и способы установки скоротка. Пришло время вернуть рыбакам их жилище. Своими впечатлениями о колонии пеликанов мы поделились с рыбаками. А они рассказали нам свои истории. Один раз ко мне на лодку залез это баклан. Сзади, мы впереди работали на сетах, она сзади залезла, где мотор. Крылья поднял и сушит это, видимо, крылья. Без этого, видимо, он взлетать не может. Я мотор стал заводить, подходит, она на меня начала кидаться. Но пока он не высушился, он оттуда не слез. Он на пеликана залезет, так крылья расставит, видел, да? И сушит, на пеликане стоит. Студент, давай. Слушай, как на пеликаны? Все серьезно, что ли, на пеликанов? Не видел никогда, что ли? Пеликан стоит, вот он зимой залазит на пеликана и крылья так стоит, сушит нам. Пеликан ноль внимания. Пацаны говорят, он даже подкармливает пеликана, но я это не видел, не буду брать. И стоит на пеликане и сушит на крылья. Интересно вообще, сколько здесь раньше лысухи было, да? Сколько, я не знаю, по-моему, все-таки птицы меньше становятся. Не, лысух меньше стало. Или то, что обсыхает все. Не говорят, пеликанов больше, наоборот. Пеликанов больше. Здесь его вообще никто не трогает. Кто здесь у него хищник есть? Никто, по-моему, здесь не возьмет. Людям он не нужен. Ни яйца, ни пеликаны, его никто у нас не трогает. У нас его не стреляют. А последние годы, посмотри, сколько. Вот сейчас по морю проехать, толпа такая стоит, ну не знаю, штук 30, наверное, на одном кабле. Очень много их стало. Может, где-то на перелете его уничтожают, да вряд ли.
Поэтому он разводится. А он не перелетает же. Может, еще поэтому. Он же здесь мигрирует вот чуть южнее, и все, на следующий там участок заповедника. Ладно, сейчас, хорошо. А вот когда были раньше морозы, лед становился на 2-1,5 месяца полностью море, заливы все становилось во льду. А он вот раньше куда девался? Вот когда льдом все закрывалось, ему же кормиться надо было как-то. То есть, может быть, и там Везде, в Калмыкии в первую очередь лед становился. Это вот последние 2-3 года потепление. В этом году у нас всего 2 дня мороз был, да, Надя? Тепляк был. А раньше-то мороз как станет с декабря, середины декабря. может быть, он И до раньше февраля улетал. мороз, лед полный. Все это закрывалось льдом. Он раньше улетал. Куда-то он уходил. Было холодно когда. Ваши пеликаны никогда они стаей на сетки не набросятся. Редко бывает единично, вот, как отбивается он, или может, знаешь, что бывает, больной, сам поймать не может. Вот такой, ну видишь, не может сам себя прокормить уже. И вот он в сетках что-то пытается кормиться нам. Бывает, знаешь как, вот если жерех попадается, он как ножом, видел, надо, да, как ножом откусывает его. Но это не часто. Бьет больше, чайка бьет, вот это вот. А пеликан, вот, ну сазана, он не осиливает перекусывать, да, или в сетях он путает, но просто бывает шкуру как сдирает с него. Это вот Сбоку цепляет клювом, сидят, а жереха, что-то такое поменьше, щуку, просто напополам перекусывается. Вот. Что-то, что в сетях остается, неосеченная часть, он ее выбирает, откусывает, а это в сетях остается. Но это не часто. Осенью бывает, они стаи собираются и на мелячках в море. Белая рыба подходит, когда лещ, жерех, судак. Вот там стая кормятся. Мы, в общем-то, и находим рыбу по ним. Где пеликан и баклан, туда идем сетки сыпать. Потому что они в стаю находят вперед. Ну, естественно, им виднее там. И начинают долбить косяк. И вот мы подходим, уже начинаем сетями облаживать. Короче, они у нас как проводники бывают. Но бывает, правда, и попадаешь. Они попадают на подлещика, начинают подлещика долбить, а он нам не нужен. Идем дальше искать. Напоследок мы поблагодарили рыбаков за помощь и, конечно, не упустили возможность побывать на рыбалке.